Дорогие друзья, всем привет из Египта! С вами Виктория. Сегодня у нас в гостях самая настоящая волшебница. И знаете почему? Потому что Валерия у нас видящая и энерготерапевт. Поэтому подписывайтесь на канал, кто из вас новый, ставьте лайки. И потому что тема будет невероятно интересная. Вика будет, как всегда, задавать очень много разных вопросов. Итак, Валерия. Всех приветствую. Да, с нашей жаркой земли. Первый вопрос, как ты вот попала в Египет? Я в Египет попала очень интересно. Как, Рассказывай. наверное, большинство девушек, которые попадают в Египет. Я приехала отдыхать, на самом деле. Да? Я приехала в отпуск, да, но в тот момент я была в очень таком упадке, можно сказать, энергетическом, и мое состояние было, то есть я меня просто в отпуск, путевка, да, но меня все на тот момент не удовлетворяло в моей жизни. Мне казалось, что все шло не так, и это было правда. И здесь я за 4 дня, почти за 3 дня до отъезда познакомилась с парнем, с христианином, египтянином. Вот, и мы, значит, ты почувствовала или как? Ты знаешь, да, вот когда мы особенно прощались уже в крайний день, я прям углубилась в себя и захотела почувствовать, что будет, если я его больше никогда не увижу. И у меня потекли слезы. Мне такого давно... Ты веришь в любовь с первого взгляда? Я вообще верю в любовь. И я всегда в нее верила. Хотя я была так глубоко разочарована. Я еще маме в 23 года сказала, что, мам, наверное, я замуж не выйду. Ребенка сделать не проблема, но не вижу никого для себя. И когда мы с ним познакомились, мне было 25 лет. И даже 24. 25, вырежешь. Не столь важно. 25, да. И когда мы с ним познакомились, я действительно вот поймала себя на чувстве, что я что-то испытала к нему, действительно глубоко. То есть он меня зацепил, и я не хочу терять возможность видеть еще Чем его. он зацепил? Энергетической? Да, наверное, вот любовь с первого взгляда. Вообще, когда я его увидела, для меня была такая картинка, вот прям все как мне надо, мое. Да, знаешь, то есть вот внешне все он, значит, мне отвечал по всем параметрам. Потом мы познакомились, он еще плохо разговаривал по-русски, но он мне не проявлял много внимания, хотя я тогда была королева, конечно, как все девушки приезжают в отпуск в самых лучших нарядах, и я всегда была очень эффектная дама. Но он, тем не менее, очень так аккуратно ко мне. Случилась любовь, и я улетела, потом полгода мы общались по скайпу, я хотела прилететь к нему раньше, но началась революция и не смогла. Но, тем не менее, он мне сделал предложение на 3-й день, то есть, когда я еще была в Египте, сам того не осознавая, потому что он говорил, я никому, в принципе, не признавался в любви. Да, у него, конечно, Серьезно? были туристки, были какие-то Он сам христианин. романы. Христианин, да? Чтобы вы понимали, многие из вас, возможно, не знают, но коптам, христианам, им нельзя жениться много, правильно? Вообще, у них один брак на всю жизнь, брак на только всю жизнь, венчание. представляете? Официально это только венчание признается. Да. У Обалдеть. них, как считается, нету разводов. Потому Нету что, чтобы разводов. развестись, там нужно менять религию или там доказывать какую-то измену с фактами, материальными видео. Там. Но это очень трудный, долгий процесс, и практически этим никто не занимается. Вообще, потрясающе. Да. И для христиан это очень серьезное Секунда. решение. Мистер! Мюзик. Сейчас выключим, блядь. Ой. О, все, шикарно. Видите, как я вот так вот махнула, и все. Музыку... Я тоже волшебница, да? Да. И у нас здесь египтяне очень отзывчивые, Да, на самом деле, очень такие, да, добрые. Вот, и когда я прилетела сюда, вот это у нас так все случилось, потом я приняла решение, что я переезжаю в Египет. Мама, конечно, была в шоке, я вообще единственный ребенок, но она сказала, что ты попробуй, потому что если не попробуешь, будешь жалеть об этом потом долго. Она сказала, если что, я тебя всегда здесь жду. Я рискнула, да. Кстати, это и очень важно, когда есть поддержка, настоящая поддержка мамы, и когда, кстати, мать, ну, родители, мама, там, не знаю, папа, материнская как бы фигура, принимают по-настоящему дитё, то есть безусловная любовь, без условий, то есть, да, вот, сделаешь ошибку, хорошо, будет так, хорошо, ты мой ребенок. Причем моей маме важно это? Очень важно, причем моей маме очень досталось, можно сказать, я была очень трудным ребенком, совершенно вообще
не от этого мира, я все время против правил шла. Всегда Потрясающе. и везде. Обожаю таких людей, кстати. Да, я не люблю. Мне, наверное, Египет поэтому и нравится. Здесь минимум правил, да, такая у нас свобода. нет прав даже на дорогах, да? Да. То есть свобода еще чувствуется, нету вот этих рамок сильных. Это правда. Так что, кто такие, как мы, вот, добро пожаловать. Египет большой, пустыня. Только мухи здесь. Мухи, да. Мухи, ну и что, мухи везде. Да. Вот. И, значит, мама меня отпустила. Хотя на тот момент, действительно, я же говорю, у меня все шло не так. У меня было много кредитов, потому что у меня был глупый по молодости неудавшийся бизнес. То есть я это прошла, то есть и долги, и кредиты. Я из этого вышла, уже проходя здесь. И взять на себя такую ответственность, улететь. И мама сказала, если что, тебя подстрахую. Но я в любом случае, я хотела найти работу. Нашла работу я буквально на 10-й день. У меня была путевка, естественно, в две стороны. То есть туда-обратно. И когда был уже 9-й день, последний, и я не нашла работу, то есть достойно, чтобы она могла покрывать как бы мою жизнь здесь, плюс оплату кредитов, то есть в России. Получилось так, что мы с Мишелем, мой муж зовут Мишель. Мишель? Да, Мишель. Муж. А он откуда именно? С Александрии. С Александрии, да? Ну да, самый лучший мужчина – это Александрия, Каир, да? Да. Правильно, да? Ну, такие, можно сказать, самые сказать, культурные, образованные. Самый культурный, да. Записывайте себе, пока вот мы даем информацию. Культурные, образованные. Да. Ага, ты закончила? Хотя все везде есть культурные, образованные. Просто Каир это столица, а Александрия это как Санкт-Петербург, такая культурная столица, можно сказать. Да. То есть, конечно, когда большие города, там больше возможностей и менталитет другой. Как ты знаешь, даже диалекты у нас здесь разные из каждого города, как и у нас, в принципе. Вот. И мама меня отпустила на 9-й день, когда я здесь уже была с ним, и у меня был вопрос, мне возвращаться обратно, представляешь, или рискнуть оставаться дальше. Потому что билет, вот, собственно, есть, и либо я улетаю по нему, либо я остаюсь. Сначала, как бы разумом, мы приняли решение, что я, наверное, улетаю, не получается пока найти работу, и никак у нас... Значит, мы откладываем это все на неизвестный срок, значит, мы там расстаемся. Как вот тебя не переживала сюда, меняя место жительства? Не переживала? Или немножко? Я когда улетала, я всем сказала, я улетаю навсегда. У меня 18 сентября был день рождения, и я уже купила на тот момент билеты, я отмечала свое 25-летие. И меня все провожали. Я уже всем вещи кому раздавала. Откуда свои, я сказала, откуда ты? Я с Краснодара. Сама с Адлера, но выросла в Краснодаре. С Краснодара. И я сказала всем, что я улетаю навсегда. Мне подружки говорили, Лера, куда? Какой Египет? Типа, ты вернешься через неделю. Я говорю, я не вернусь. Главное рисковать, да, скажи? Главное поступать по сердцу, я скажу. По сердцу. Дорогие друзья, это вот счастливая история любви, потому что большинство, вы уже привыкли, что я постоянно наговариваю, но поскольку я сама по себе очень справедливый человек, то я решила теперь буду вам показывать счастливые истории любви из Египта. Вот одна из. Действительно, на самом деле люди меняются, и если работать над отношениями, работать над собой, то все можно изменить. Я не могу сказать, что мой муж изначально был такой прям классный open mind, как у нас есть выражение, да, то есть он, открытый, да, и он такой фэшн, да, то есть он ко всем, значит, к другим культурам толерантен и все такое. Нет, на самом деле. Вначале я сама в Сочи и выросла, и постоянно ездила там в Орленок, в Артек, то есть я выросла на море, Краснодар, Краснодарский край, вы понимаете. И для меня не ходить на море, когда она у меня в 2 километрах от меня, то есть это странно. А он не понимал, например, зачем каждую неделю с подружками ходить на море. Хотя сам он с Александрии даже плавать не умеет. Да? Вот. И то есть мы это тоже, знаешь, прорабатывали. Потом, то есть в кафе вечером с девочками куда-то уйти, да, или в караоке пойти. То есть для него это тоже было неприемлемо. Но он со мной вырос, он очень открылся. Я с ним работала тоже со своими практиками. То есть нас постепенно, насколько я входила, да, в эзотерику, в энерготерапию, я, естественно, все пробую на себе и на своих близких. То есть и хочу сказать, что это действительно приносит большой результат и в отношениях, и твоему партнеру, это и финансовый результат, потому что, например, с зарплатой, которая у него была, и насколько он, его личные границы, насколько он мог себя преподнести, и кто он сейчас, это просто небо и земля. Да. И он это знает, чувствует, и как бы благодарен за это, и он
он готов расти дальше. То есть он понимает, что это только начало. Хотя мы уже 10 лет вместе. Вот у нас в октябре будет 10 лет, и браку в июле 8 лет будет. То есть Супер. венчанию, да, с момента венчания. Да, вы венчались, Да, да? мы венчались. Валерия, а как вот ты пришла к этой вот деятельности, к этой профессии? Вот что повлияло? Шла я долго, на самом деле. Шла я с рождения, потому что, Правда? да, я с рождения уже видела. У меня были флешбеки из Слушай, я тебя прошлой стесняюсь, ты, наверное, меня видишь, я на всякий случай очки одела, чтобы... жизни. Я тебя уже давно просмотрела, А, еще на первом знакомстве. Да. Я бы не согласилась, если бы мне что-то да? не понравилось, конечно. Зачем? Вот. И с детства я видела уже различный потусторонний мир, можно так сказать. И у меня были флешбеки из прошлых жизней. Но тогда я еще не понимала, что это прошлые жизни. Потому что я просто не понимала, что за набор людей и ситуаций, и для чего это. И я думала, что у меня в шизофрению тянет, потому что в роду такие были. Собственно, в роду тоже много чего хранится. Почему я такая родилась? И я не сразу стала, можно сказать... Род имеет значение, да? Конечно, конечно. Все мои способности в начале, так как я 18 числа родилась, а 18 число это лунная магия, это чистый маг, да. Еще много, конечно, у меня аспектов там в астрологической карте, да, но тем не менее, даже вы знаете, да, что цифры, все у нас прописано в нашей матрице, Да, все влияет. да. И когда вы разбираете, изучаете что-то и разбираетесь, узнаете про себя, разбираетесь с ситуациями, вам много на самом деле это дает. И я тоже проходила этот путь. Но вначале все мои способности оборачивались в страхе. То есть я спала под одеялом, с «Отче наш». У меня были осознанные сны Маленькая, с когда детства. была, да? Да, осознанные сны с детства были. Я видела, на самом деле, тогда только трэш. Потому что какие-то сущности, непонятные атаки во снах. Это было очень тяжело. И я всегда просыпалась разбитой. Из этого я школу и университет, я первые пары просто категорически не могла на них проснуться. Но я еще как бы и в университете гуляла, потому что я вела такой разгульный образ жизни. Можно сказать, я искала себя и не могла вообще вписаться в эту матрицу, в это общество. Вообще не могла вписаться. Потрясающе, обожаю таких Да. людей, кстати. Я много чего прошла, на самом деле, сама себе устраивала различные приключения. Это вообще была моя любимая тема. Я как бы изучала людей, психологию, вообще ситуации, знаете, грани, такие опасности, неопасности. У меня такие были интересные ситуации, как я из них выходила с таким, знаешь, лицом. Я еще актриса прирожденная, так как Венера во Льве. Вообще очень многие, да, видящие, они актеры. Валерия невероятно интересный человек, с ней можно общаться 2 часа напролет, как 2 минуты. Так что я уверена, что сегодня все в эфир не поместится, только 1 часть. Но у вас будет возможность задавать вопросы, а мы с Валерией будем периодически встречаться, потому что она говорун больше, чем я, раз в 10. Ну, информационный поток есть, если вопрос Да. есть ответ. Да, Таким да, образом это работает. Ну и вот, чтобы избавиться мне от страхов, естественно, я ходила по разным бабушкам, которые чистят, и по разным видящим. Но никто не мог мне прям дать ответ, что у тебя способности, что это. Но меня приводили к чисткам, да. То есть я с детства, на самом деле, меня отливали воском, меня чистили. У меня там у мамы подруга, которая гадала по Таро, она меня где-то как-то координировала. Но когда я ее не слушалась, вот сейчас сама, кстати, гадаю на Таро, когда я ее не слушалась, у меня получалось все, как она сказала, я была разочарована, но я пыталась, видишь, как-то что-то изменить. У меня всегда, почему я сейчас занимаюсь коррекцией судьбы, да, вот на высших планах меняю, потому что изначально у меня был такой запрос. Слушайте, у нее такой взгляд, вы бы видели, у нее такой сильный взгляд, мощный в середину, такой сексуально-энергетически мощный взгляд. Я вот чувствую, ну, а вы почувствуете, когда она будет с вами работать, а я вот, в общем, наслаждаюсь. Да, у меня, кстати, даже по смс-кам говорят, вот кто тоже эзотерики. Энергетика мощная Да, такая, если кто-то да. там попросил написать какие-то тоже коллаборации такие, то есть сразу говорит, у меня не просто уведомление, говорит, я энергетически почувствовала, что там какой-то человек, мне надо ответить, да, такие Что, тоже да? были. Солнце, секундочку, а ну чуть-чуть назад, у тебя пошла тень, солнышко на лицо. Назад, а ну назад. А ну садись. Вот хорошо. Благодарю. Ну и вот, я с детства, получается, я обращалась к чисткам, и это было правильное решение, потому что постепенно мы очищаем свои энергетические слои, потому что мы многослойные существа,
наша энергия, да, она движется постоянно, она в потоке. И сегодня мы в хорошем настроении, то есть хорошие вибрации, хорошие энергии выходят на поверхность. Когда мы грустим, грусть, да, и деструктивные энергии выходят на поверхность. И так оно меняется. Но, соответственно, если вы сегодня в хорошем настроении, это не значит, что у вас там внутри все хорошо, да, и все работает, и все чакры крутятся в правильном направлении, как говорится. Вот. И я чистилась. Почему я чистилась? Потому что в нашем поле, да, в нашей ауре к нам присоединяется очень много энергоструктур других. Можно их назвать сущностями, да, там, демонами, бесами, но на самом деле они все с разных уровней. То есть потому что у нас есть вибрационный фон. Я вам такое рассказываю, как бы азы, да, базу, чтобы вы понимали, как просто это устроено. Почему говорят частота, да, вибрация, как радио вы крутите, да? То есть это к тому, что каждая вибрация на самом деле это вход в другой мир на этой частоте. Вот на этой частоте. То есть у людей, например, есть, мы чувствуем, видим, слышим, да, у нас вот эти есть чувства, органы чувств и спектр определенных вибраций, благодаря которым мы воспринимаем информацию, да. Но это не значит, что это ограниченный лимит во Вселенной. На самом деле этих вибраций намного больше, да, то есть как есть одна октава, например, 7 нот, да, но вообще их там до 8 октав, например, даже в рояле 7 октав. Вот, поэтому все идет по расширению, и все на самом деле, оно как фрактально, то есть оно идентично, можно сказать, иерархия соблюдается везде, что здесь, что внизу, что вверху, то есть есть везде определенная градация уровней. Вот. И также в наши многослойные тела, да, также у нас есть 7 тел, 7 чакр, то есть и каждое тело, оно за что-то отвечает и с чем-то взаимодействует. Вот, поэтому есть многие сущности, с которыми мы уже рождаемся, которые переходят к нам от рода, которые были наработаны нашими предками в каких-то ситуациях. Потому что на самом деле даже когда мы желаем, наши желания могут быть не экологичные, и когда у вас нет ответа от высших сил, потому что, например, что-то там, где-то связь разорвана, то приходят другие интерференты, это термин такой у сущности, да, там энергоструктуры, и просто через разную призму они смотрятся по-разному. То есть и приходит, получается, даже на желание, как ответ, как помощь, приходят темные сущности, которые вам тоже помогают, но тем не менее они потом всегда требуют плату. Вот, собственно, за это не экологичность. Итак, конечно, многое зависит в человеке, какой у него был род. Мама, папа, то есть сколько там было наработано. Если там была еще магическая карма, как у меня, то это все, конечно, осложняет и, можно сказать, удлиняет весь этот процесс очищения и проработки, потому что нужно прорабатывать не только свои, да, здесь какие-то психотравмы, какие-то ситуации, свои реакции, которые уже могут превратиться в психотравму, потому что, знаете, слой за слоем. Вот человек испугался один раз, потом второй, третий, и вот это все больше и больше углубляется и расширяется, то есть становится прям мощным. И на каждом нашем страхе, на каждой нашей проблеме, на деструктивной эмоции на самом деле сидит какая-то сущность, которая питается этой энергией деструктивной. Да, как, например, если светлые работают с высшими энергиями, как лечение, целительство, естественно, и у них есть помощники, наставники и хранители. Но то же самое есть и на деструктивных эмоциях. Поэтому, когда мы прорабатываем что-то с психологами, годами, да, то есть это через энерготерапию, гипнотерапию можно сделать просто в разы, то есть за раз, за 2, за 5, за 10, но не за годы. Это уже, да, то есть считается более квантовая энергия, квантовая материя, квантовое поле, мы с ним работаем, то есть информационное поле Земли, когда это уже идет просто исцеление и коррекция на другом уровне, и это происходит все быстрее. То есть смотри, вот если, допустим, человек хочет расти, и что-то вот ему мешает, да, вот что-то как будто бы не пускает, это вот надо как-то прокачивать, да, вот чистить, да?
Правильно я Да, понимаю? да, вот я сейчас как раз не договорила, хотела сказать о том, что даже когда мы прорабатываем какие-то свои проблемы, психотравмы или там отношения с родителями, да, отношения с детьми, это нужно потом еще подчищать, потому что программы не уходят. Программы рода, программы с нашего детства, к сожалению, они остаются висеть. Вы их просто как бы деактивируете на время, понимаете, до какого-то триггера. Потом, если случится определенный сильный триггер, у вас опять поднимутся эти эмоции. Так можно прорабатывать, конечно, слоями. То есть род не прорабатывается за один раз. Он прорабатывается со временем и слоями. Вы проработали на какой-то долгий период времени, вам помогло. Потом вы идете глубже, и что-то там выходит. Также многие проблемы, корни наших проблем идут с прошлых жизней или с наших предков. То есть их не просто так здесь развязать. Мы, например, вот я как ребенок, да, я родилась, у меня были страхи, у меня было чувство. Мне знаешь, какое было чувство? Я с ним очень долго жила. Чувство такого большого разочарования вообще в этом мире с детства и боли вот за всех людей. Вот я очень сильный эмпат с рождения, и когда я смотрела вообще какие-то фильмы, мультики, то есть меня триггерило все на слезы. И меня настолько вот эта вот боль, знаешь, за каждого человека, за всю вселенную, вот меня переполняла. Я не понимала, откуда вообще это идет. Да, понятно, что у меня там были не очень хорошие отношения с папой, то есть были причины, но поверьте, сейчас, насколько вот я трансформировала и проработала род, сколько я проработала свои прошлые жизни, сколько я проработала своих предков, и то я уверена, что там еще есть, но на данный момент, слава богу, там все закрыто, почистилось, потому что мы всегда стоим на перепутье, наш же мир дуален. Да. Черное и белое. Мы изначально рождены в этой системе, она никуда не уйдет. И только в нашем духовном росте есть ключик, чтобы выйти в другую реальность, где только свет. И я очень долго жила в мире, как бы вот именно пытаясь сохранить баланс черного и белого. Потому что многие энерготерапевты на самом деле так работают. Я буквально недавно работала тоже с очень сильным, очень знающим наставником. Мы с ней как коллеги были, как там исследователи. Очень интересно, и много она видит и знает, у нее огромный опыт, но тем не менее некоторые вот ее пути, как она ведет, оказались для меня, например, не экологичны, то есть они меня могут подключить и сделать какие-то новые контракты к темным, потому что, например, может быть для нее это нормально, хотя я считаю, что мы все должны выбрать, в определенный момент мы все к этому придем. Ты выбираешь либо свет, либо тьму. Да. Даже серого, к сожалению, не может быть. А я очень долго, вот, кстати, изучала вот этот серую зону, потому что я как ченнелер, да, я видящая, и ко мне приходят знания и видения со всех слоев, то есть информационного поля о нашей Земле, об устройстве нашей матрицы. И вот этот баланс как раз инь-янь, да, женского, мужского, баланс черного-белого, темного и светлого. То есть везде, вы заметили, у нас есть горькое, сладкое, да? Да. Есть белый, черное, есть высокий, низкий, широкий, маленький. То есть мы живем вот в ограниченном мире, в контрастном таком. И здесь нужно, конечно, выбирать нам всегда. Мои дорогие подписчики, у меня вот список вопросиков, я же готовилась на встречу с Валерией, но поскольку Валерия очень знает много информации, я решила, в общем, не все сразу вам донести, потому что это будет много. Это будет несколько дней. Да, это будет, мы с ней встретимся несколько раз, но у вас есть возможность теперь написать вопросы, и Валерия в следующий раз ответит. С удовольствием. И на ваши вопросы, и на мои, потому что вот я со списком хожу, видите, вот я же деловая девушка. Вот. Человек такой очень информативен, бесконечно может говорить, очень интересно. Я с ним полчаса поговорю и уже потом 2 часа еще думаю дома. Поэтому я решила вас тоже сразу не перегружать этой волшебной девушкой, талантливой, по чуть-чуть. Поэтому ты как, не против, что мы вот будем так дозированно? Давай, да. Я думаю, что, кстати, это правильно, особенно для тех людей, которые только знакомятся с этой темой. Да. Я уверена, что сейчас уже в нашем поле энергия очень сильно меняется, очень быстро, да. И многие сейчас просыпаются, проявляют интерес, потому что понимают, что
уже психологии недостаточно, да, Да, уже да. их знаний, их ощущений недостаточно, там что-то есть, им нужно больше. Они это понимают, поэтому проявляют уже интерес к более таким, да. Более. Дорогие друзья, пишите вопросы к более глубоким наукам, да? Да, ну к эзотерике, к то есть да, именно да, за да, тем, да, что да. есть еще там, что там за гранью. Глубже. Да. Но, дорогие друзья, пишите вопросы. Мы через несколько дней снова встретимся с Валерией, она будет отвечать на вопросы. Но пока мы будем прощаться, да, Валерия, да? С вами прощаться, с ней еще нет. Что за меня будет еще мучить на этом вопросе? Да. В общем, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик и до скорых встреч. Пока-пока. Пока.